Зимняя тайга центрального Висконсина встретила охотников звонким хрустальным морозом. Воздух был настолько чистым и прохладным, что каждый вдох обжигал легкие, а под тяжелыми охотничьими сапогами тихо поскрипывал свежевыпавший снег. Солнце едва поднялось над горизонтом, пробиваясь сквозь густые кроны высоких сосен и наполняя лесную глушь мягким янтарным светом. Джон Оуэнс идет первым. Для него эти места не просто охотничьи угодья, а родной дом, где известна каждая тропка, каждый овраг и поваленное ветром дерево. В тот день вместе с 2 верными товарищами Джон отправился на привычный обход территории. Их цель — проверить капканную линию, расставленную несколькими днями ранее на койотов. Койоты в этих краях сильно размножились, вытесняя мелкую дичь и нанося урон местной экосистеме. Шаг за шагом мужчины продвигались вглубь леса, проверяя один пустой след за другим. Разговоры были короткими, на морозе берегут дыхание. Никто из них и представить не мог, что рядовой обход капканов превратится в событие, которое облетит весь мир и заставит миллионы людей переосмыслить отношение к охотникам и дикой природе. Огибая очередной густой ельник, где лесная тропа уходила в небольшой овраг, Джон неожиданно остановился и поднял руку, призывая спутников к тишине. В нескольких десятках метров впереди, среди заснеженных кустов, заметушилась темная тень. Раздалось глухое, низкое рычание, от которого по спине мгновенно пробежал холод. Это был не койот. В стальную ловушку попал настоящий лесной исполин, лесной волк, хозяин этих диких мест. Охотники замерли. В капкане, предназначенном для куда более мелкого хищника, застряла передняя правая лапа взрослого лесного волка — Тимбервулф. Это был мощный, грациозный самец, весом около 40 килограммов и длиной более 1,5 метров. Его густая серебристо-серая шерсть с палевыми опалинами на боках топорщилась от напряжения, а из пасти вырывались клубы густого белого пара. Волк находился в состоянии глубокого стресса. Он бился, пытаясь вырваться, но стальной трос и удерживающий механизм капкана надежно фиксировали его на месте. Лесные волки — невероятно сильные и адаптированные к суровому климату животные. У них удлиненные когти для быстрого бега по насту и мощные лапы, способные преодолевать десятки километров по глубокому снегу. Но перед лицом человеческой инженерии даже эта дикая сила оказалась беспомощной. Джон внимательно осмотрел животное с безопасного расстояния. К счастью, современный капкан был сконструирован без зубьев. Он удерживал лапу за счет силы сжатия дуг, не пробивая кожу и не ломая кости. Волк выглядел абсолютно здоровым и невредимым, но его глаза... В них смешались дикий смертельный страх и беспрецедентная лютость. Оказавшись в ловушке и потеряв возможность бежать, зверь превратился в смертоносное оружие. Обычный волк никогда не ищет встречи с человеком и при первых признаках его приближения уходит в глухую чащу. Но загнанный в угол, лишенный путей к отступлению хищник готов сражаться до последнего вздоха. Один укус такой челюсти способен легко дробить кости. Ситуация была крайне опасной. В Висконсине лесные волки находятся под особой охраной, как вид, находившийся под угрозой исчезновения, и закон строго запрещает их отстрел. Для многих бытует стереотип, что охотник только и ищет повод спустить курок. Однако для Джона Оуэнса идея застрелить этого величественного зверя была абсолютно неприемлема. «Это мой первый лесной волк в 2015 году», произнес Джон на камеру, стоя неподалеку от зверя. «Это огромное, невероятно красивое животное. Я освобожу его из капкана и отпущу на все 4 стороны. Освободить крупного разбушевавшегося хищника — задача, граничащая с безумием. Просто подойти к нему и нажать на рычаги капкана руками означало гарантированно получить тяжелейшие увечья.
Волк не понимает добрых намерений человека. Для него подошедший двуногий — это смертельный враг и хищник, пришедший его добить. Товарищи Джона действовали строго по инструкции по безопасности. Они взвели оружие и взяли волка на прицел, готовые открыть огонь, если зверь вырвется или нападет на человека. Но Джон решительно жестом попросил их опустить стволы. Он не хотел создавать лишнего шума и дополнительно стрессировать зверя. Ему нужен был четкий, хладнокровный план. Инстинкты и многолетний опыт общения с дикой природой подсказывали решение. Джону требовался надежный щит. Щит, который защитит его тело от мгновенного броска и смертоносных клыков волка, но при этом даст достаточный обзор и возможность дотянуться инструментом до самого капкана. В машине, оставленной на лесной дороге, находился плотный лист фанеры, обычная деревянная плита, которую Джон возил для хозяйственных нужд. Направившись к машине, он забрал фанерный щит. В нижней части плиты было сделано небольшое прямоугольное выпиливание, технологический вырез. Идея была гениальна в своей простоте. Надвинуть фанерный щит прямо на волка так, чтобы его попавшая в капкан лапа оказалась в вырезе с нижней стороны щита. Таким образом, сам волк останется с одной стороны деревянного барьера, а его лапа с капканом с другой, доступной для манипуляции охотника. Закрепив на груди экшн-камеру GoPro, Джон берет в руки фанерный щит. Сердце колотится в груди, но движения остаются плавными и уверенными. В таких ситуациях любая суета или проявление страха передаются животному, провоцируя его на немедленную атаку. Друзья идут по бокам, страхуя его на крайний случай. С каждым шагом расстояние между человеком и волком сокращается. 5 метров, 3 метра, 2. Волк реагирует мгновенно. Видя надвигающийся деревянный щит, он делает отчаянный рывок вперед. Его пасть с оглушительным щелчком смыкается прямо на краю фанеры, оставляя глубокие вмятины в древесине. Зверь рычит, пытается выбить щит из рук человека, защищая свою жизнь. Один из друзей Джона пытается отвлечь зверя длинной палкой, но Оуэнс тут же останавливает его. «Не надо, не дразни его!» Лишние движения только злят хищника. В этот момент существуют только они двое — человек с деревянным щитом и дикий волк, борющийся за свою свободу. Джон аккуратно опускает фанерный лист на снег, нажимая на него всем весом и прижимая волка к земле. Вырез в нижней части щита точно накрывает застрявшую лапу. Волк оказывается заблокирован, он упирается мордой в фанеру, громко сопя и рыча, но достать зубами до человека больше не может. Доступ к капкану открыт. Наступает самый ответственный момент. Капкан зафиксирован, но чтобы разжать его пружины, нужно приложить значительное физическое усилие и при этом не повредить лапу зверя. Джон тяжело дышит. Пот застилает глаза под зимней шапкой, но руки действуют точно и быстро. «Вы готовы, парни?» — тихо спрашивает Джон, не сводя глаз с капкана. «Да, готовы», — отзываются товарищи, напряженно следя за каждым движением. Джон наступает ногой на педаль освобождения капкана и одновременно рычагом раздвигает дуги. Металлические тиски с щелчком распадаются в стороны. Лапа волка свободна. В эту самую долю секунды происходящее кажется невероятным. Волк, ощутив, что смертельный зажим исчез, не пытается продолжать атаку. В нем срабатывает древнейший инстинкт выживания. Быстрый, словно молния, хищник совершает мощный прыжок назад, выбивая тучу снежной пыли. На мгновение он замирает на опушке, поворачивает свою грациозную голову и смотрит прямо в глаза человеку. В этом взгляде уже нет безумной агрессии, только удивление и первобытная грация. Через секунду серый силуэт растворяется среди заснеженных сосен. Лесной хозяин возвращается к своей стае, к своей свободной, дикой жизни.
Видеозапись этого спасения, выложенная Джоном Оуэнсом на YouTube в 2015 году, за считанные дни стала абсолютным хитом, набрав около 7 миллионов просмотров. В мире, где темы охоты и взаимодействия человека с дикой природой нередко вызывают жаркие споры, этот ролик стал настоящим символом гуманизма, мужества и глубокого уважения к животному миру. В комментариях под видео люди со всех уголков планеты выражали свое восхищение. Это потрясающе. Волк сначала до смерти перепугался, но когда понял, что человек пытается ему помочь, успокоился. Отличная работа. Огромное уважение этим парням. Я знаю сотни людей, которые на их месте просто застрелили бы зверя, чтобы не рисковать. Вы настоящие люди с большим сердцем. Эта история показала, что настоящий охотник — это не тот, кто бесцельно уничтожает живое, а тот, кто знает лес, бережет его жителей и готов прийти на помощь даже смертельно опасному хищнику. Простая деревянная фанера, находчивость и доброта одного человека спасли жизнь великолепному лесному волку, подарив миру историю, которая продолжает вдохновлять миллионы людей.